Металлика — одна из самых значимых и культовых метал-групп, оказавшая огромное влияние на тяжелую музыку в целом. Группа, которая продолжает оставаться в сердцах миллионов людей по всему миру. Но о чем же лирика самой легендарной трэш-метал-группы? Давайте посмотрим. Но прежде чем мы начнем, я хочу рассказать вам о группе Барерия. Это экспериментальный проект в жанре металкор, который был основан гитаристом групп Neverland и Рубежи. Ребята совершенно не ограничивают себя в создании музыки, экспериментируют и пробуют разные интересные приемчики. Вы прекрасно знаете, что я всегда призываю вас поддерживать наши команды, потому что они этого достойны, у нас много прекрасных групп, и эта группа одна из них, так что я вам советую послушать их музыку, поддержать их новое творчество. Все ссылочки будут в описании, обязательно ознакомьтесь. Давайте поднимать нашу тяжелую сцену с колен. Ну а мы продолжаем. Трек является обновленным вариантом сочиненной Мастейном песни The Mechanics. Первоначально она была посвящена сексу на автозаправочной станции. Там были строчки по типу «Заставлял мой вал вращаться», «Мои подшипники плавятся от жара», я просто даже не могу это запомнить. Короче, смех. В то время подобное не имело для нас особого смысла, но мы точно знали, что нам нужно отойти от сексуальных штучек, о которых тогда пели хард-рок группы. Мы считали это слишком очевидным и неоригинальным. Хэтфилд переписал текст, изменив его на сюжет о всадниках апокалипсиса, добавил бридж и новое гитарное соло в середине, несмотря на то, что Мастейн попросил бывших коллег не использовать его музыку в своем творчестве. В первых строках мы видим отсылку к 4 ветрам, упомянутым в Откровении 7, глава 1. «И после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». А вот и ранее упомянутые 4 всадника апокалипсиса. Здесь Хэтфилд поет о том, что все уже было предрешено за нас на небесах с самого нашего рождения. Интересно, что всадник, обычно называемый войной, заменяется здесь на время, которое наносит неизбежный удар молодости. Хэтфилд кричит, что всадники идут, но вы должны хотя бы попытаться дать им отпор. For Whom the Bell Tolls начинается звуками звонящего колокола, переходящими в мелодию, состоящую из рифа маршевого типа. Хроматическое вступление, которое Бёртон сочинил еще до присоединения к Металлике, часто принимают за электрогитару, но на самом деле это бас-гитара с добавлением дисторшена и других эффектов. Текст песни был вдохновлен одноименным романом Эрнеста Хемингуэя, в творчестве которого отразилась тема ужасов гражданской войны. Песня продолжает их череду литературных адаптаций, которые идут от Библии до Далтона Трамба. Кто-нибудь просил нас сделать вступление короче? Нет, мы все были на 100% отданы каждой ноте, каждому биту. Книга Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол», вдохновившая группу, в свою очередь получила название из цитаты в книге «Медитация 17» Джона Донна о том, как звонят в колокола на похоронах. «Любая человеческая смерть умаляет меня, поскольку я часть человеческого целого, поэтому никогда не посылаю знать, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Эта строчка — отсылка к отрывку в книге, где главный герой смотрит в последний раз на небо перед своей смертью. Здесь Хэтфилд поет о том, что все закончилось, кто раньше был слеп, теперь осознают, что в войне нет победителей. Текст песни написан Хэтфилдом после шока от инцидента в Бостоне, где было украдено их оборудование, и посвящен теме ухода из жизни. Музыкальная структура песни была очень нетипичной для трэш-металла того времени. Многие фанаты группы были разочарованы, однако эта концепция предвосхищает более поздние и более успешные баллады, такие как Welcome Home, One, The Day That Never Comes, о которых мы тоже с вами поговорим. Fade to Black получила как хорошие, так и плохие отзывы. Когда началась цензура, это была одна из тех песен, которую люди пытались атаковать. На нас даже хотели подать в суд. Мы получили много критики за нее, как будто дети себя из-за этой песни. Но мы также получили сотни писем от детей, рассказывающих нам, что она помогает им чувствовать себя лучше и спасает в тяжелые времена. Почему люди так отреагировали на это в то время? Вероятно, потому что была группа людей, у которых было другое представление о том, что такое Металлика, что мы были гораздо более одномерной сущностью. Часто мне кажется, что есть две Металлики. Есть Металлика, которой я живу и дышу каждый день, а есть Металлика, которую я читал.
Это часто две противоречивые вещи. Вещи, которые заставляют людей врасплох, для меня совершенно нормальны. В этих строках говорится, что люди в депрессии зачастую настолько поглощены своей болью, что другие не имеют для них большего значения. У Джеймса Хэтфилда были проблемы в жизни примерно в то время, когда был выпущен альбом Ride the Lightning. Были времена, когда Джеймс и Ларс фактически подумывали о прекращении жизни. Ларс рассказывал об этих тяжелых временах в интервью. Лирический герой намекает, что чувствует себя никчемным и не видит смысла в том, чтобы быть живым, что является распространенным чувством, которое испытывают люди с депрессивными эпизодами. Во времена, когда Джеймс Хэтфилд писал эту песню, он потерял свою мать из-за рака в 1979 году. А в начале 1984-го у группы украли оборудование в Бостоне, когда они готовились к своему первому туру по Европе. Среди украденных вещей был усилитель Marshall, первый усилитель, которым когда-либо владел Хэтфилд, и его личный фаворит. Эти эмоции отчаяния и вдохновили Хэтфилда на создание лирики. Многие музыканты чувствуют в себе дыру, когда не занимаются творчеством. Но Джеймс чувствовал еще большую дыру, зная, что кто-то пытается помешать ему заниматься музыкой. Заглавный трек Master of Puppets в основном посвящен влиянию наркотиков на жизнь человека. Это самая исполняемая песня в карьере Металлики, и она всегда вызывает бурную реакцию публики. Я, признаюсь, тоже обожаю эту песню всей душой. На риф между последним гитарным соло и финальным куплетом сильно повлияла песня Дэвида Боуи и Энди Уорхол, большими поклонниками которой были Бёртон и Хэммет. Начальная строка передает то, что происходит с наркоманом. Он становится зависимым от того, что убивает его жизнь и ведет на путь саморазрушения. На протяжении всей песни наркотик олицетворяется. Это хозяин марионеток, поскольку он контролирует и, образно говоря, дергает за ниточки в жизни зависимого человека. Наркотики завладели всем. Это все, что он видит, все, о чем думает. Это управляет поведением. Он не может остановиться и жить нормальной жизнью, осуществлять свои жизненные цели и мечты. Для наркомана попытка очиститься и возвращаться снова и снова может быть трудной и запутанной вещью. Поэтому Хэтфилд поет о бесконечном лабиринте. Содержание песни вдохновлено романом Кена Киза «Пролетая над гнездом кукушки» и рассказывает о чувствах пациента, несправедливо заключенного в палату психиатрической больницы. Fade to Black сработала хорошо, и мы хотели сделать еще одну медленную, чистую, мелодичную песню. У меня были проблемы с исполнением припева, он достаточно высокий, и когда я пошел записывать его в студию, я помню, как Флеминг посмотрел на меня так, будто я прикалываюсь. Я сказал: черт, я не знаю, смогу ли я это сделать. Так что в итоге я спел ее ниже, чем собирался. Но мы добавили к ней более высокую гармонию, и вышло отлично. Риф для этой песни был взят из какой-то другой группы, имя которой останется неизвестным. Поскольку большую часть времени героя держат внутри, вероятно, подальше от окон, он не может сказать день сейчас или ночь. Он видит только лампу, которая похожа на свет полной луны. Это отсылка на якобы непрактичные программы реабилитации, изложенные в приютах. Условия жизни непреднамеренно заставляют главного героя бояться внешнего мира. Кроме того, это место является постоянным напоминанием о том, что он безумен, что сдерживает любое прогрессивное лечение. Работники системы признают, что лечение зачастую не работает. Они не слушают больных, когда те говорят, что им становится только хуже. По их мнению, они же сумасшедшие. Что они понимают? Эту песню, как и многие другие в данной подборке, вы отбирали сами в моем телеграм-канале, так что если не хотите пропускать подобное, обязательно подпишитесь. Текст песни написан под впечатлением от прочитанного Хэтфилдом романа Далтона Трамба «Джонни взял ружье», рассказывающим историю солдата Первой мировой войны, подорвавшегося на мине и лишившегося конечностей и органов чувств, но тем не менее продолжающего биологически жить и сохранившего способность мыслить в таких условиях. В One перед слушателем предстают мысленные кошмары, картины и ощущения человека, ставшего жертвой бессмысленных войн. Кирк Хэммет так описывает процесс создания песни. «Я провел много бессонных ночей, прежде чем разобрался с этими гитарными соло. Главное соло в конце, тэппингом в стиле как у Ван Хален, вышло почти сразу же. Над первым соло пришлось поработать чуть больше. Я услышал, как Джеймс играет какой-то по-настоящему мелодичный материал во вступлении, просто валяя дурака, и подумал, что это круто, и решил использовать части этой темы. Поэтому я должен отметить Джеймса за то, что он подсознательно подтолкнул меня в этом мелодичном направлении. Соло в середине песни я, кажется, перезаписывал 15 миллионов раз. Я хотел найти компромисс между мелодичным соло в начале песни и ураганным в конце». Сейчас я зачитаю вам конкретный отрывок, который вдохновил его на создание этой песни. «Как может человек потерять столько от себя и при этом остаться в живых?
Когда человек покупает лотерейный билет, вы никогда не ожидаете, что он выиграет, потому что это 1 к 1. Но если он выиграет, вы поверите, потому что 1 из миллиона все равно уходит. Если бы я прочитала о таком парне, как я, в газете, я бы не поверил, потому что это 1 к 1. Но 1 к 1 всегда остается 1. Я никогда не ожидал, что это произойдет со мной, потому что шансы на то, что это произойдет, составляют 1 к 1. Но 1 к 1 всегда остается 1. 1. Солдат хочет завершить свою жизнь и умоляет высшие силы о пощаде. Строка «Разбуди меня» намекает на то, что он не уверен, правда это или сон. Он умоляет Бога избавить его от страданий, пробудившись от кошмара, который теперь стал его реальностью. В «Джонни взял ружье» главный герой довольно рано пытается покончить со всем, отказываясь дышать. Однако это становится невозможным из-за введения дыхательной трубки. Поскольку солдат не может воспринимать или взаимодействовать с окружающим миром и людьми в нем, он единственный человек, оставшийся в его вселенной. Люди больше всего полагаются на свое зрение, не имея возможности видеть что-то, что могло бы его отвлечь. Герой вынужден заново переживать свое время на войне, которое привело к нынешнему состоянию. Солдат не может по-настоящему жить, но ему также не дают умереть. В Enter Sandman идет речь о персонаже фольклора «Песочном человеке», который, согласно поверьям, сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песок, заставляя их засыпать. Крис Тру из Soul Music отмечал, что содержание песни отсылает к кошмарам и всему, что с ними связано. Главный сингл с коммерчески успешного одноименного альбома Metallica Enter Sandman стал платиновым, было продано более 1 миллиона копий. Песня стала самым большим радиохитом Металлики и считается их визитной карточкой. В 2007 году Ларс Ульрих сказал Uncut: «Enter Sandman была первой вещью, которую мы придумали, когда приступили к написанию песни в июле 90-го года. 10-минутная сторона Металлики с 12 сменами темпа исчерпала себя. Мы хотели упорядочить и упростить вещи. Мы написали песню за день или два. Все фрагменты Enter Sandman взяты из основного рифа». Я слушал Louder Than Love, ранний альбом тогда неизвестной команды из Сиэтла под названием Soundgarden, пытаясь ухватить их отношение к большим тяжелым рифам. Было 2 часа ночи, я записал это на пленку, совсем не задумываясь. Когда позже проиграл ее остальным, Ларс, тем не менее, сказал: «Это действительно классно, но повтори первую часть 4 раза». Это предложение сделало песню еще более цепляющей. Давайте вернемся к смыслу песни. Дети часто видят в одеялах и простынях своего рода щит, защищающий их на ночь от всего, что может случиться. Также, похоже, в основе лежит недоверие к фигуре отца в песне. Это соответствует личной истории Хэтфилда. Воспитанный строгими христианскими родителями, которые отрицали медицину, он был брошен своим отцом в возрасте 13 лет и фактически осиротел 3 года спустя, когда его мать отказалась от лечения рака в силу своих убеждений. Песочный человек прибыл, чтобы забрать ребенка в страну грез. Неверленд – вымышленный дом Питера Пэна, символизирующий невинность, нетронутое детство и бессмертие. Поскольку дом Питера Пэна Неверленд, Neverland, может означать кошмарную версию Неверленда. «Никогда может также относиться к месту, где люди умирают. В стихотворении Баркрофта Боукса «Где лежат мертвецы» это упоминается в первой строфе. На пустошах никогда, вот где лежат мертвецы. Там, где волны тепла танцуют вечно, вот где лежат мертвецы». Эти строки – исполнение старинной молитвы перед сном для детей XVIII века под названием «Теперь я укладываю меня спать». Молитва предназначена помочь успокоить ребенка перед сном через веру в то, что Бог защитит его. «Я ложусь спать и молю Господа хранить мою душу. Если я умру во сне, молю Господа забрать мою душу к себе». В то время как первые 2 строки следуют успокаивающему образцу традиционной колыбельной, намеки следующих строк на бугимена вызывают страх. Кроме того, песня была написана примерно через месяц после выхода «Песочного человека» Пола Берри, что позволяет предположить, что Металлика вдохновилась упомянутым короткометражным фильмом. Центральная баллада альбома Nothing Else Matters представляет собой медленную песню с яркими акустическими переборами. В этой композиции музыканты впервые обратились к оркестровой аранжировке, за которую отвечал дирижер Майкл Кейман, также добавив вокальные гармонии и игру на открытых струнах во вступлении. Вокалист признался, что во время написания, когда группа была с гастролями в Канаде, он находился в душевном смятении и был очень уязвим, так как скучал по дому и своей девушке. Он говорил, что написал ее в одиночестве и сочинил некоторые части, разговаривая с ней по телефону, посвятив песню ей.
Единственным, кто не был женат на тот момент, это был Джеймс, и он, по иронии судьбы, был, пожалуй, больше всех влюблен. Это был единственный раз, когда Джеймс отчасти признал свой роман с Кристин Мартинес на публике, зайдя так далеко, что позже отрицал, что написал эту песню о ней. Настолько глубокой была его рана, когда они расстались на волне стремительного успеха Металлики. Впоследствии рецензент портала AllMusic Крис Тру заявил, что самым захватывающим моментом является то, что Металлика выпустила лиричную песню, которая не была посвящена смерти, печали или одиночеству. Это песня о том, как найти свое истинное призвание и придерживаться его. Разговаривая о ней почти 20 лет спустя, Джеймс признал, что поначалу даже не хотел играть ее парням. Она была настолько проникновенной, настолько личной для меня. Я думал, что Металлика могла писать только о том, как разрушать, трясти волосами и стекать кровью ради толпы. Когда парни услышали ее, они были поражены тем, насколько, как я думаю, она была им близка. Песня оказалась очень важной частью альбома и затронула сердца многих людей. Это была не просто обыкновенная баллада в формате исповеди. Она была о связи с твоей высшей силой и о многих других вещах. Он вспоминает, как его пригласили в Hells Angels Clubhouse в Нью-Йорке, где они показали мне фильм, который рассказывал об одном из погибших братьев, и саундтреком к нему была Nothing Else Matters. Это значит намного больше, чем мое расставание с Цыпочкой. Это братство. Это было довольно мощно. Это песня о тех, кто одержим борьбой за обладание всем. И она говорит о том, что нужно быть осторожными со своими желаниями. В конце песни можно услышать слова «Off to Never Never Land». Это отсылка к одной из самых известных песен Металлики. Песня также имеет аналогичную структуру. Король является символом тех, кто тратит свое время на погоню за материальным, чтобы повысить свое эго и построить на этом свою личность. Часто мы видим людей, у кого, кажется, есть все, и они любят щеголять своим богатством и властью. Однако мы также видим тех, кто теряет эту силу и встречает печальный, иронический конец, поскольку их друзья по хорошей погоде не остаются под дождем. Здесь можно провести параллели с пьесой Шекспира «Король Лир». В книге о пути Металлики говорилось, что на самом деле это песня о так называемой антизвезде, которую Джеймс увидел в зеркале своей собственной гримерки. The Unforgiven 2 является сиквелом песни The Unforgiven. Идея написать продолжение песни с 5-го альбома впервые пришла в голову Хэтфилду. Джеймс говорил, что The Unforgiven в свое время не полностью раскрыла то, что он хотел сказать, и поэтому давно хотел сделать новую версию. Хэтфилд затрагивает здесь идею поиска разума, правды и любви. В этой строке изображен пессимистический символизм лирического героя, который говорит, что даже если вокруг будет хоть немного позитива, все останется по-прежнему. Будет бессмысленная жизнь в темном злом мире. Непрощенный человек, о котором говорит автор, это он сам. Он никогда не сможет простить себя за то, что неоднократно причинял боль людям, которых любит, поэтому он просто отказался от любви. Он спрашивает: «Можешь ли ты любить меня и не причинять мне боль? Или ты тоже никак не можешь простить себя?» Рассказчик чувствует, что может снова открыться своей подруге, потому что понял, что идеальных людей не существует. Текст песни удивительно краткая метафора, где сравнивается жизнь людей, зависимых от адреналина, с быстрой ездой. Им необходим бензин, чтобы двигаться дальше быстрее и быстрее, и это единственное, что утолит их жажду скорости. Это единственное, что приносит ощущение жизни. Но если опустить все эти метафоры, то ощущение, что это просто драйвовая песня о быстрой езде и эмоциях при приливе адреналина. Песня, как и многие другие, в альбоме посвящена борьбе участников группы с прошлыми пристрастиями, в частности с алкоголизмом Джеймса Хэтфилда, от которого он провел много месяцев на реабилитации. Джеймс Хэтфилд размышляет в этих строках о том, что если бы у него была возможность вернуться в прошлое и исправить некоторые из своих ошибок, например, поддаться алкоголизму, изменил бы он их. Или он просто научится жить с этим, но все равно будет оглядываться в прошлое, чтобы знать, чего избегать в будущем. Ларс Ульрих утверждает, что песня об абьюзивных отношениях отца и сына. Этот ведущий сингл вызывает довольно сильные эмоции. Эту песню можно интерпретировать совершенно по-разному. Если бы я не увидела комментарии Ларса, то никогда в жизни не подумала бы, что это песня об отце и сыне. Я бы подумала, что это песня о человеке, который пытается верить в лучшее в разгар кризиса. Но если мы берем во внимание слова Ларса, то можем сказать, что трек о сыне, который страдает от попыток отца сломить его ментально и физически, но все равно мальчик продолжает надеяться на лучший исход и борется.
В бридже песни говорится о силе любви посреди мрачной ситуации и дается обет положить этому конец. В интервью официальному фан-журналу группы So What Джеймс Хэтфилд прокомментировал: «Hard Weird очень простая. Я не Шекспир и прекрасно об этом знаю. Но черт возьми, действительно ли люди поступают правильно? В истории времени мы маленькая вспышка, и мы уйдем. Могут ли в будущем нам навредить наши же изобретения? Собираемся ли мы самоуничтожиться из-за нашего эго и всего того, что делает людей людьми?» Вся эта фраза «hard weird to self-destruct» исходила от моего друга, который просто выдал мне это, когда боролся с зависимостью. Неужели это наше предназначение — просто умереть? Песня предупреждает нас о том, что мы не можем избежать наших разрушительных побуждений. Саморазрушение запрограммировано в нас. Это также относится к плохим решениям, когда люди все еще нажимают на курок, зная, что это приведет к большому количеству членовредительства. Мир полон людей, которым нравится разрушение, и других, которые не признают, что Земля с каждым днем становится все жарче из-за действий человека. 72 сезона. Первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наши истинные или ложные «я». Песня изображает разрушительную природу человеческого гнева и то, как он может влиять на чью-то жизнь. Текст песни предполагает, что человечество пережило много сезонов гнева, которые вызвали травмы и боль. Первый стих описывает последствия этого гнева и то, как он преследовал человечество во все времена. Лирика также предполагает, что люди беспомощны и не могут изменить прошлые события, что может привести к психическим заболеваниям и одержимости. Припев подчеркивает влияние гнева на поведение человека, показывая, как он может разделить человека на две части и повлиять на его точку зрения. Этот гнев также может стать наследством, увековечивая цикл насилия, поскольку будущие поколения продолжают ощущать его последствия. Последний стих описывает крайние последствия гнева, как он может привести к варварскому поведению и деструктивным мыслям. Лирика предполагает, что от призраков нашего прошлого нет спасения, а гнев может навсегда изменить мировосприятие человека. Песня призывает слушателей разорвать замкнутый круг гнева и не передавать его следующему поколению. Итак, мы затронули с вами 15 песен легендарной группы Metallica. Можем ли мы сказать, что их песни однообразные и совершенно неинтересны? Конечно, нет. В дискографии музыкантов огромное количество культовых песен. Я взяла только малую часть, но даже из этой малой части мы можем понять, что ребята посвятили свое творчество как личным переживаниям, которые касаются проблем в семье, а также попыток покончить с зависимостями, так и беспокойства о целостности нашей планеты и бессмысленности войн. Я уверена, что каждый человек найдет в их творчестве что-то для себя. Это та группа, которая не может оставить вас равнодушным. Живые легенды, которые по сей день продолжают нас радовать своим творчеством, и мы должны это ценить. Ну что, ребята, и на этом все. Если вы хотите видеть больше подобных роликов, то обязательно поддержите это видео своим комментарием. Также у меня есть целый плейлист на канале «О чем поют». Там я говорила и про Рамштайн, и Slipknot, и Korn, Linkin Park и другие группы. Так что обязательно загляните и посмотрите, может быть, вам что-то понравится еще. Если вы хотите дополнительно поддержать меня и мой канал, то можете подписаться на Boosty, там много дополнительного контента. Также у меня есть Twitch, где мы проводим стримы каждую неделю и слушаем много новой, разной интересной музыки. Ну и другие социальные сети, которые тоже ждут вашего внимания. Спасибо большое за просмотр. Пока!